Всем хай, ребята! Сегодня ваши любимые истории про «Я же мать» с Reddit. Погнали! Неадекватная «Я же мать» обвиняет меня в угоне моего собственного автомобиля. Прежде всего хочу сказать, что я езжу на красном BMW 3 серии 2005 года выпуска. Ничего особенного, но мне очень нравится моя машина, и я горжусь тем, что имею такой автомобиль. Мне всего лишь 22, это важно для истории. И да, я купил его на свои заработанные деньги. Я живу в маленькой деревне на окраине, и у нас нет ресторанов быстрого питания, поэтому мне нужно было ехать в город, чтобы купить немного еды. Я сел в машину и выехал на шоссе. Пару минут спустя свернул с дороги на парковку с нужным мне рестораном. Вылез из машины, вошел внутрь и сделал заказ. Через некоторое время я получил еду и покинул ресторан. Я достал ключ от машины из кармана, подошел к авто, нажал кнопку разблокировки, и пока я открывал дверь и клал свою сумку за сиденье водителя, ко мне сзади подошла какая-то разъяренная женщина. Как вы, наверное, уже догадались, это была «Я же мать». Я же понял это чуть позже. Дамочка с наездом спросила: «Эй, мальчик, это ведь не твоя машина, у кого ты ее украл?» На это я ответил: «Извините, мэм, чем я могу вам помочь?» «Эта машина не принадлежит тебе. У кого ты ее угнал? Быстро говори, чтобы я могла сообщить в полицию». «Мэм, этот автомобиль мой. Я купил его на свои заработанные деньги». «Что ты мне тут врешь? Ты недостаточно взрослый, чтобы иметь работу, на которой тебе платят достаточно хорошо, чтобы иметь такую машину. На самом деле, я даже думаю, что ты недостаточно взрослый, чтобы водить машину. Мэм, у меня есть этот автомобиль, и мне 22 года. Я имею лицензию уже 4 года, поэтому мне разрешено водить машину». «Какие 22 года? Ты сопляк, тебе не больше 16. Я немедленно вызываю полицию». «Хорошо, сделайте это. Они приедут и проверят. Это мой автомобиль, и у меня есть лицензия. Я получил свою лицензию, накопил денег и купил машину. Я много работал, чтобы купить ее». «Ни у кого твоего возраста нет денег на такую машину. Моему сыну 18 лет, и он старше тебя. Он работает в этом магазине. У него нет достаточно денег, чтобы купить такой автомобиль. А ты стоишь тут сопляк и морочишь мне голову, что ты заработал и купил?» «Послушайте, леди, я работаю в сфере IT с 18 лет. Я обученный специалист по IT и работаю около 40 часов в неделю. Я не хочу показаться дерзким, но думаю, что зарабатываю немного больше, чем кто-то, кто работает неполный рабочий день в фастфуде». «Да что ты говоришь? Если ты работаешь 40 часов в неделю, то почему ты сейчас стоишь здесь, в середине рабочего дня, а? Мелюзга завравшийся». Я начал уже немного сердиться и сказал: «Потому что я взял выходной, и я голоден, поэтому я взял свою машину, чтобы приехать сюда и купить еду». «Хватит врать! Ты малолетний преступник! Это не твоя машина! Могу поспорить, что ты безработный, который угнал эту машину. Я сейчас же вызываю полицию». После этих слов она достает телефон из сумочки и начинает звонить. В этот момент из магазина вышел ее сын и начал смотреть на нас. Подойдя ближе, он спросил: «Извините, у вас все в порядке?» Я уже начал закипать от злости и ответил ему: «Ты извини, конечно, но твоя мама немного отсталая, или она не в адеквате сегодня? Она обвиняет меня в краже моей собственной машины и теперь вызывает полицию». «Эй, ты, маленький чертенок, я все слышу! Следи за своим языком!» Паренек посмотрел на меня, на свою маму и сказал: «Извините, иногда она может быть немного трудной. Мам, пошли уже, что ты пристала к человеку?» А дамочка все не унималась и голосила вовсю: «Зайди внутрь и не мешай, я буду ждать полицейских». «Мам, пожалуйста, расслабься. Давай просто пойдем домой. Я уверен, что он владеет этой машиной и тоже хочет домой». «Нет, я останусь тут. Я хочу, чтобы они арестовали этого малолетнего воришку». Парень посмотрел на меня с досадой и сказал: «Извини, приятель, но сам видишь, ей бесполезно что-либо говорить. Все в порядке, это не твоя вина. Давай просто подождем, пока прибудет полиция, чтобы твоя мама успокоилась». Через пару минут полицейская машина прибыла на стоянку. 2 полицейских вышли из машины, немного огляделись и подошли к нам. Один из офицеров спросил: «Привет, кто из вас сообщал о краже машины?» «Да, это я звонила. Вот это малолетний угонщик. Арестуйте его, офицер». «Леди, я уже говорил вам, у меня есть все документы на эту машину», — ответил я. «Почему вы думаете, что он украл эту машину?» — поинтересовался полицейский. «Да вы посмотрите на него, он выглядит моложе моего сына. Мой сын работает без выходных и за 5 лет не смог накопить даже на более дешевый автомобиль. А этот школьник не то что заработать, он даже управлять не имеет права. Еще не дорос. Стоит и нагло врет мне тут». Тогда офицер обратился ко мне: «Простите, сэр, но вы можете показать мне свою лицензию и документы на машину?» «Конечно, подождите минутку, я их достану».
Я подхожу к машине, чтобы достать документы из бардачка, а я же мать ни с того ни с сего хватает меня и кричит: «Офицер, что он делает? Он явно пытается убежать!» «Мэм, отпустите его, он пытается найти документы, которые я попросил». «Нет, смотрите, он явно сейчас что-то достанет и сбежит!» «Мэм, лучше держите себя в руках, а не его». Я же мать отпускает меня, а я иду к другой стороне своей машины, открываю перчаточный ящик и передаю документы офицеру. После этого достаю свой кошелек и передаю свою лицензию. Офицер проверил документы и сказал: «Здесь все в порядке». После этих слов я же мать психанула и начала орать, что машина угнана, что ее сын старше, но не может себе позволить такую машину и все в этом роде. Офицер показал ей мои документы на машину и права и сказал, что все законно. Но мадам сдаваться не хотела и заявила: «Мне все равно. Документы и лицензия наверняка поддельные. Просто сделайте свою работу и арестуйте его, офицер». «Послушайте, я попрошу своего напарника проверить его номерной знак через базу данных. Вас устроит такой вариант? Вы успокоитесь?» «Да, конечно. Проверьте, и сейчас вы убедитесь, что авто украдено», — сказала женщина-неадекват. Через пару минут к нам подошел второй полицейский и говорит: «Я проверил номерной знак. Автомобиль зарегистрирован на этого парня, так что он принадлежит ему». В этот момент я же мать, окончательно взбесившись, подходит ко мне и пытается вырвать у меня из рук мои ключи от моей машины. Я не выдержал и закричал: «Что ты делаешь? Что, черт возьми, с тобой не так?» А я же мать не унималась: «Это не твоя машина! Быстро отдай мне ключ! Я сама верну ее хозяину!» В итоге вмешались офицеры. Дамочка успокоилась только после того, как полицейский пригрозил, что арестует ее. Я же мать посмотрела на сына и сказала: «Хорошо, дорогой, если ты хочешь уйти сейчас, мы уходим». После этих слов она развернулась и пошла к своему автомобилю, при этом крича, что ее сыну в течение долгого времени не удается купить автомобиль, несмотря на то, что он работает как проклятый, а какие-то малолетки катаются на краденных машинах и все им сходит с рук. После кардебалета, который она устроила, дамочка просто села с сыном в машину и уехала, даже не извинившись. Офицер отдал мои документы на машину, извинился передо мной и спросил: «Вы хотите выдвинуть обвинение против этой женщины?» Я подумал и отказался. Полицейские вернулись к своей машине и уехали. Наконец, я тоже покинул эту злосчастную парковку. Сейчас я сижу здесь, ем холодный чили-бургер и записываю эту историю. Зная, что сын этой дамочки работает в этом ресторанчике, я думаю, что больше никогда не поеду туда. Я не хочу тратить полдня на споры с неадекватной женщиной. Я же мать копается в моих вещах и крадет еду, пока я хожу в туалет. Это случилось несколько дней назад, когда я летел домой с рабочей командировки. Как только самолет взлетел, в проходе появилась стюардесса, которая предлагала еду и напитки. Рядом со мной сидела молодая девушка с ребенком. Девушка ответила стюардессе, что они не хотят ничего покупать, просто взяла бутылку воды и отказалась даже от бесплатных закусок, которые предлагает авиакомпания. В то время у меня было расстройство желудка, и я знал, что не собираюсь ничего есть, тем более в полете. Но я купил немного Принглс и получил их бесплатное печенье с имбирным элем, чтобы перекусить позже, а это был 4-часовой полет. Менее чем через 10 минут ребенок этой дамочки начал жаловаться, что хочет Принглс. Молодая мамаша посмотрела мне в глаза, но ничего не сказала. Прежде чем пойти в туалет, я убрал свои вкусности в сумку. Меня не было примерно 10 минут. Когда я вернулся, то увидел, что моя сумка открыта и лежит на моем сиденье, а моих вкусняшек внутри уже не было. Ну, думаю, вот это наглость. Гляжу, а ребенок жует мою чертову еду. Печенье уже, видимо, кончились, и пацан набивает лицо моими чипсами. Я в полном шоке от такого поведения спросил у этой мамашки: «Извините, мисс, это вы залезли в мою сумку и взяли мою еду?» На свой вопрос я получил просто гениальный ответ: «Вы не стали есть, а мой ребенок очень голоден, так что ничего страшного не произошло». Понимаю, конечно, наглых людей предостаточно, но чтобы молодая мать копалась в чужих вещах незнакомого человека, меня это просто взбесило. Я, недолго думая, нажал на кнопку вызова стюардессы и говорю этой девице: «Мисс, это была моя еда, за которую я лично заплатил. Вы в любом случае не имели никакого права брать это». Она же в ответ, то ли шутя, то ли издеваясь надо мной, говорит: «Вы не правы, тем более так будет лучше, ведь вам надо сбрасывать вес, и чипсы очень вредны для вас». В этот момент подошла та самая стюардесса, которая продавала мне Принглс, и спросила, в чем проблема. Я начал объяснять ситуацию, а я же мать перебила меня и говорит: «Он нагло лжет! Я все это купила сама!» Стюардесса посмотрела на нее и сказала: «Что-то я не припомню».
«Мэм, вы дважды отказывались от моего предложения на любую еду, не так ли? Вы брали его еду». «Ничего мы не брали и в вещах его не копались. Отстаньте от нас. Имейте совесть. Нашли кого обвинить. Я молодая мама вообще-то, если вы не заметили». Я решил пойти другим путем. Наклонился к ребенку и спросил: «Эй, молодой человек, можешь сделать мне одолжение?» Он кивнул, все еще набивая свое лицо моими Принглс. «Можете ли указать, откуда ваша мама взяла вот эти чипсы, которые вы сейчас так мило уничтожаете?» Паренек улыбнулся и, пожевывая, указал на мою сумку. Стюардесса все поняла и сказала дамочке, что она должна заплатить за чипсы. Но я же, мать, не сдавалась. «Вы видите в моих руках его чипсы? Или я ем их? Нет. Так что я не буду платить никому. Или вы ребенка может заставить оплатить чипсы?» Стюардесса продолжала настаивать на своем. «Не имеет значения, кто это все съел. Украли вы? Вы. Значит, вы должны заплатить этому пассажиру. Либо вы купите ему новую упаковку, либо мы должны будем заставить полицию вмешаться, как только мы приземлимся». Я же, мать, даже нисколько не стыдясь, продолжала возмущаться и хамить, но стюардесса стояла на своем и заставила ее все же купить мне новый пакет чипсов. Она также переместила меня в пустой ряд позади и принесла мне еще одну пачку бесплатного печенья и еще один напиток. Затем стюардесса сообщила мне, что обязательно сообщит по прилету в полицию о том, что произошло на борту, и извинилась за произошедшее. Я не знаю, была ли арестована та дамочка после того, как вышла из самолета, но я, черт возьми, надеюсь, что больше никогда не столкнусь с ней. На следующий день мне позвонили из авиакомпании с извинениями за сложившуюся ситуацию. Хочу порекомендовать тебе другие интересные видео с историями про «Я же мать», опубликованные на канале. Возможно, ты еще их не смотрел. А еще не забудь оценить истории лайком, и если не подписан на канал, то самое время это сделать. Благодарю за просмотр, всем удачи и до скорого!